И вот такой шикарный манник у нас получился. И он отправляется в духовку. Добрый день, уважаемые мои подписчики и гости моего канала. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом пирога, который называется манник. Для этого нам понадобится стакан манки, 2 стакана кефира, стакан сахара, стакан муки плюс 2 столовые ложки муки, полстакана растительного масла без запаха, 2 ложки какао и сода. Рецепт этого манника очень простой. Получится у каждого. Я готовлю его уже 2 года. Всегда получается. Приступаем к приготовлению манника. Первое. Берем стакан манки, всыпаем его в чашу. За манкой отправляем сюда 2 стакана кефира. Хорошенько перемешиваем все. Сюда же мы можем добавить сразу стакан сахара. Пусть он растворяется. Здесь у нас 2 стакана кефира, стакан манки и стакан сахара. Вот это все мы тщательно перемешиваем и оставляем на полчаса до набухания манки. Наше тесто постояло полчаса, маночка разбухла. Вот видите, какая получилась. И сюда мы сейчас опустим стакан муки, всыпем. Всыпаем в стакан муки и хорошенько все размешиваем до однородности, чтобы тесто было без единого комочка. Вот я все размешала хорошенечко, и сейчас сюда мы вольем полстакана растительного масла без запаха и тоже тщательно размешаем все. Я тщательно размешала наше тесто, и вот что получилось. Вот такое вот тесточко получилось. Сюда же мы кладем полстакана соды и хорошенечко размешиваем. Перепутала, не полстакана, а пол чайной ложки соды. И все перемешиваем. Вот такое тесто у нас получилось. И теперь мы должны это тесто, приблизительно поделить на 2 половинки. Пополам. Я приблизительно делю вот тесто. Вот достаточно, я думаю. В это тесто мы добавляем 2 ложки муки. И хорошенечко перемешиваем. И вот такой густоты получается тесто. Вот такое, посмотрите. Теперь в эту половинку мы кладем 2 столовые ложки какао. Я вам вначале забыла, наверное, сказать, что это немножко необычный манник. Он простой такой же рецепт. Но необычность его в том, что мы добавляем какао. И хорошенечко тоже вымешиваем. И вот такой густоты тесто получается у нас. Девочки, форму я смазала маслом. И я всегда посыпаю немножечко манкой, чтобы не пригорало. И сейчас мы приступаем к выкладыванию нашего теста на противень. Будем делать так. Ложим на середину противня 3 ложечки теста. 1, 2, 3. Дальше кладем мисочку, берем другую и с шоколадным ложим. Кладем на серединочку 1 ложечка, 2, 3. И так проделываем со всем тестом, чередуя его. То белое, то шоколадное. Вот что у меня получилось. Но теперь мы будем рисовать. Смотрите, от серединки манника к уголкам протягиваем нашу зубочистку. От серединки к уголкам. От серединки к уголкам. От серединки к уголкам. А теперь будем наоборот, от края к серединке. Рисуем от края к серединке, от краев к серединке, от краев к серединке. И посмотрите, какой шикарный манник у нас получился. Ну, вы можете еще вот тут, вот на этих местах что-то нарисовать. Вот я нарисую вот такие лепесточки. Вот такие вот. Везде по маннику, как цветочек будет у меня. Вот так вот. Это ваше творчество. Кто что хочет, то и рисует.
Я вот так вот нарисовала. И вот такой маник у меня получился. И вот такой маник отправляется в духовку, в разогретую на 180 градусов. Все, оставляем на где-то на полчаса, на 40 минут. Прошло 40 минут, и я только что вытащила наш маник. Маник готов. Вот, посмотрите, какой он получился. У меня вот такая формочка. Вы можете сделать в круглой форме. Тогда он у вас будет выглядеть более празднично. Вот посмотрите, девочки, какой получился маник в разрезе. Художник, правда, сегодня из меня никакой, потому что нарушен немножко рисунок. Но маник получился по вкусу такой же, как и всегда. Очень вкусное, нежное тесто. Берите, пробуйте. И обязательно радуйте свою семью новыми рецептами. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик. До свидания, до новых встреч. Мира всем, здоровья. До свидания.